Так, всем привет. Начинаем новый стрим. Чего-то у нас опять не грузятся всякие виджеты. Да ладно. Вроде как все загрузилось. Итак, начинаем сегодня
ну, наверное, средний стрим по длине. Напоминаю, что если есть что сказать, пожелать, возразить, пишем в чате на ютубе, пишем в чате ВКонтакте, и, может быть, мы все это увидим. А может быть и не увидим. Посмотрим. Ну вот, во ВКонтакте сообщение проходит. Ну а на Ютубе сейчас посмотрим, что да как. Ставить, перейти. Ну вот, во ВКонтакте сообщение проходит. И... Ну а на Ютубе сейчас посмотрим, что да как. Ставить, перейти. Ну вот, во ВКонтакте сообщение проходит. И... На Ютубе я вижу сообщения, а вот вы их, скорее всего, не видите. Ну да ладно. В любом случае прочитаю, озвучу, если будет время. Или если не забуду. Поступило, даже не знаю, как сказать, целых ряд вопросов по поводу моего отношения к разным вещам, скажем так. Все это уже много раз говорил. Ну да ладно. Например, вот мое отношение к религии. Лично я считаю, что если вы решили поверить в какого-то бога, без разницы в какого, решили принять ислам, стать иудеем, стать православным, католиком, протестантом, буддистом, то станьте. Вам кто-то мешает? Я думаю, никто не будет против того, что вы будете стелить коврик, стучать лбом по полу, общаться с духами, еще с чем-то. Ровно до тех самых пор, пока вы не начнете навязывать свою веру окружающим вас людям. Как-то вот так. Как только вы начнете не только принимать какую-то веру, но и вести пропаганду в ее сторону, я думаю, сразу же доброе отношение к вам изменится на не сильно доброе. По той простой причине, что есть вещи, которые человек должен решать сам, без какой-то наводки, без давления со стороны. Если вы, например, приняли ислам, то вы можете поспорить с каким-нибудь буддистом, христианином, чья религия правильнее. Почему нужно быть мусульманином, а не быть иудеем. Или быть иудеем, но не быть буддистом. Или почему нужно верить в главного пельменного бога и не верить во все эти кресты, кружочки, треугольнички и прочее, что вам навязывает телевизор. Все это сугубо персонально.
Лично я не верю, что где-то высоко в облаках, на какой-нибудь горе или где-нибудь еще сидит строгий, но добрый дедушка, который решает все за вас, оценивает ваши поступки, делает все правильно, и потом вас за это или накажет, или наградит. По своему усмотрению, разумеется. Вообще, если без каких-либо заморочек посмотреть на любую религию, это по своей сути одна сказка, древняя, старая, исправленная с какими-то местными особенностями. Вот, например, если вы верите в Бога, то почему православная церковь, католическая вера, церковь называется христианской? Кто такой Христос? Христос – это бастард Бога, ублюдок, незаконно рожденный сын. То есть Бог сделал то, что Он запрещает делать людям, но при этом вы должны слушаться того человека, того, можно сказать, заместителя его, который получился в результате такого греха. Или, например, в религии, в том же христианстве, есть заповеди. И в одной заповеди, очень короткой, коротко написано: не убей. То есть убивать людей плохо. При этом Александр Невский, который не одну сотню, я думаю, мечом порубил, всякие Ушаковы, прочие, они святые. То есть люди, которые нарушали заповеди, которые нельзя нарушать ни в коем случае, святые. Нет, я понимаю, если бы заповеди были написаны со сносками: не убей. И снизу сносочка: если убил в целях обогащения, плюс 2 срока на 3-м круге ада. Если убил, защищая себя, не считается. Если убил, защищая, например, родину, молодец, фантики, плюшки, ведерко получше. Потом. Если массово убивал, защищая родину, церковь, и что-то еще, что-нибудь важное для данной религии, то все, однозначно к лику святых. Чтобы картинки с тобой рисовали, лбом рядышком где-нибудь с такой картинкой о пол стучали, и еще что-нибудь тому подобное. Если бы, может быть, попалась в руки какая-нибудь книжка, где описано какое-нибудь явление божественное, что-то еще, и были не человеческие слова, фразы, которые просто этого не слушай, того слушай, сюда не ходи, а туда ходи, делай не так, а делай это, а что-нибудь обоснованное. Ну, вроде, не влезай, убьет, высокое напряжение, стой, стрелять будет. Может быть, бы стоило к такому прислушаться. На мой взгляд, любая церковь – это система, чтобы заставить большое количество людей
выполнять определенные правила. Ну, как-то так. Времена меняются. Сначала верили, что там Бог садится на колесницу, проехал, и свет от этого Бога светит нам с утра до вечера. И светит так ярко, то, что туда мы смотреть будем, только зрение испортим. Потом доказали, что это большое количество водорода горит. И так горит, что много чего греет вокруг. Потом придумали высокие горы, молнии, прочее, прочее, прочее. Потом уже потусторонние миры, еще как-то что-то. Но вот если честно, есть какие-то сказки. Старинные, средневековые. Но сказки. И ничего с этим не поделаешь. И переносить эти самые сказки в современность я не вижу никакого смысла. Ну а зачем? Тем временем дата обновилась. Таймер появился. Сейчас, наверное, время появится. Да, и время появилось. Ну да ладно. Переходим к следующему вопросу, потому что рассуждать на тему религии смысла не имеет. Сообщаю также, что если вы подписаны вдруг на мою группу ВКонтакте, ссылка в описании есть, то там появилась также возможность, пользуясь деньгами ВКПay, запулить свой вопрос, предложить свою тему за 100 рублей или стать, вернее, не то чтобы стать, а заплатить, во-первых, не 100, а 500 рублей, а во-вторых, ваш вопрос будет полностью не анонимным. Я скажу, от кого поступил этот вопрос, ваше мнение по этому вопросу, и только потом озвучу свое. Вполне возможно, будет еще какая-то информация. Просто вы, кроме своего вопроса, оставите свои данные. Ну, хотя бы тот же самый аккаунт ВКонтакте. А я уже свяжусь с вами. Мы обсудим, что, как будет все подано. Поэтому, если есть желание, вниз по ссылке, вернее, спускаемся вниз под видео. На YouTube есть. На Бусти это нововведение нафиг не нужно. Переходим, тратим деньги, и все будет нормально. Ну а теперь переходим к вопросам, которые вы задавали. Первым вопросом идет возглас
Дураграмм против левого гоблина. Ссылочку, правда, мне в этот раз скинули, поэтому долго искать не пришлось. Но я бы не сказал, что весь Дураграмм против левого гоблина. Пучков всего лишь сказал свою точку зрения по поводу войны. По его мнению, на войну нужно гнать не 40-летних, 50-летних, 60-летних мужиков, а тех, кого легче будет хоронить. То есть 18-летних пацанов. С учетом того, что данный персонаж всю свою сознательную жизнь прожил в СССР, он озвучил точку зрения существующей тогда партии. Да, после армии 18 лет стукало, забирали в армию, 2 года служили. И если вдруг война и немцы, все шли на фронт дружным строем. И никто не кричал, не убегал. Ни в Казахстан, ни в Грузию, ни в Армению, ни куда там еще убегали. Ну, хотя бы по той простой причине, что смысл убегать в Грузию и Армению, если это был все тот же СССР. В принципе, я не то чтобы был не согласен с Гоблином, но я считаю, что 18-летних пацанов, даже если они прошли 2-годичные курсы в армии, отправлять не стоит. По той простой причине, что Гоблин давно служил в армии, и, скорее всего, несмотря на многие визиты всяких персонажей, которые рассказывают, как они служили в армии, как было так, как было это, лучше там не стал. Да, служат сейчас год, идут разговоры, чтобы вернуть обратно 2 года. Будут они служить как сейчас, год, будут служить 2 года, сделают срок службы 5 лет, 10 лет. От этого ничего не изменится. Потому что нужно сначала взять всех генералов, отправить на пенсию, набрать, обучить новых, чтобы они учили по-новому, организовали всю службу, как она должна быть организована, и только тогда уже имеет смысл делать какие-то выводы. Я не буду говорить там про кого-то, что-то. Вот я ушел в армию. Сначала неделю из Нижегородской области везли в Питер. Где-то кормить забывали, где-то не забывали. Но довезли, ладно. В Питере посидели денек на сборном пункте, отвезли в часть. В части 2 дня посидели, ничего не делали. Нам показали, где кровати, где столовая. Потом всех построили, отвели на склад, выдали формы, штаны галифе, сапоги кирзовые и гимнастерку с воротником, стоечкой, как в кино про Великую Отечественную. Переодели, выгнали на плац, и на этом плаце мы ходили с утра до вечера с перерывами на завтрак, обед и ужин. Иногда появлялся какой-нибудь пьяный прапорщик, бывал пьяный капитан, пьяный майор, которые строили, командовали, потом падали, их уносили в коптерку, там они спокойно досыпали. Потом приняли присягу через недельки-2. И всех развезли по
ракетным дивизионом. Войска у меня были зенитно-ракетные, противовоздушная оборона. Приехали, а там никого. Ни одного солдата нет. Куда все делись? А последний сегодня в дембель с утра ушел, а вы приехали, его не застали. Ну да ладно, показали, где спать, где есть, куда по всяким потребностям ходить. Утром всех построили. Так, ты будете электриками. Так, ты шоферами. А вы и вы пойдете на локаторе крутиться. Я попал в электромеханики дизелиста. Сначала провели, показали, что относится к этим электромеханикам-дизелистам, за что смотреть, куда тыкать, куда не тыкать, куда лазить, куда не лазить, где как терка, что делать. Потом показали аккумуляторы, как заливать, как разливать, что проверять. И недельки через 2-3 я уже, в принципе, в этих премудростях достаточно нормально разбирал. Те, кто попал в локаторы, по своей сути то же самое, только что у них аккумуляторов поменьше, а кнопок побольше. Ну, с шоферами там все просто. Колеса накачал, керосину залил, утром на завтрак отвезти-привезти, в обед на обед, вечером на ужин. И все. Ну и в случае, если вдруг война и немцы, у нас был 300-й комплекс, все Уралы забываем, садитесь в МАЗы и в МАЗах уже оттуда сваливаем. Пока все остальные все собирают, разбирают. Ну и в остальных местах точно так же. Поначалу ездили, ну как, раз в месяц стреляли. Приехали на стрельбище. Так, вот сюда ложиться, туда стрелять, автомат вот так держать. На тебе патрон. Зарядил один патрон в калашник, выстрелил, свободен. Потом появилось больше патронов, уже дали очередями пострелять, потом гранаты покидать. Ну и к концу уже стреляли, к концу службы, стреляли уже из автоматов, и из пистолетов, и примерно раз в неделю. И при этом самое интересное, что никого не интересовало, как ты стреляешь. Стрельнул, ну хочешь посмотреть, как попал, не попал, сбегай к мишени, посмотри. А мы не побежим. Мы уже все оценки поставили. Все нормально, все хорошо. Вы на тройку, вы на четверку, а вы на пятерку. Хочешь стрелять на пятерку? Давай, станешь командиром отделения, будешь стрелять на пятерку. Не станешь, будешь четвершником. Ну, а если будешь ходить и чуть не выругался матом, фигней страдать, ну, будешь стрелять на тройку. При этом неважно, пускай ты весь рожок из автомата выложил и продолбил в мишень вот такую вот дыру, а отличник вообще в мишень не попал. Он командир, ему положено попадать, поэтому он попадает. Ну, а вы, это вы. И думаю, что так было не только у меня, но и у еще большого-большого количества людей. Ну вот Гоблин и высказал свою точку зрения, которая сильно не понравилась окружающим. Но с учетом того, что на следующий день уже не было никакого шума,
Никакой дураграмм против левого гоблина ничего не сделал. Никуда не потянулся, не подвинулся. Прожукал бухтят, но он, как я уже говорил, никчемный левак. Но такого грех не побухтить. Следующая новость – это выборы в Конгресс. Как я говорил ранее, давайте мы ограничимся новостями, ну хотя бы на нашем материке. А еще лучше только нашей страной. Ну или нашей страной и соседи. Ну хорошо. Выборы в Конгресс. Сенат остался на тех же результатах. В Палате, скорее всего, победят республиканцы. Что от этого изменится? Ничего. Ну, может быть, какие-то новые бзики деда на перфокартах не будут так легко проходить. С другой стороны, у деда на перфокартах также есть возможность заблокировать решение какого-то сената, парламента, группы. Поэтому вспомните времена, когда был президентом Трамп. Вроде взрослый дядька, бизнесмен, назвать его дураком ну никак не получится. Много чего он хорошего сделал для России. Ничего не сделал. Байден, дед болеет деменцией и думает, что он что-то решает. Это вообще глупо. Закройте этого деда в палате, и пускай он там сидит спокойно, доживает, сколько ему доживать осталось. Пройдет 5-10 лет, и если ему никто не скажет, он так и будет думать, что он президент и правит великой державой. И все. А группа товарищей, которая окажет какую-нибудь поддержку новому президенту, также будут навязывать, наставлять точно такие же решения. Поэтому рассуждать нравится, не нравится, хочется, не хочется. Относительно США вообще никакой роли не играет. Кто там, что там, как там и почему там. Просто смотрим и наблюдаем. Также сообщают про тиктокера Некоглая, который снял пародию на то, как русского солдата с коптера забрасывали гранаты. Сегодня Никоглая задержали, провели суд, оштрафовали на 5000 рублей и экстрадируют на родину в Молдову. Сначала все в том дураграмме кричали, какой подлец, как он плохо все это сделал, как он некрасиво поступил. Теперь все, ага, вот теперь твой тикток закончится. Все, будешь на хлеб с водой зарабатывать. А здесь Никоглай концерты какие-то давал. Из города в город ездил с выступлениями, стендапами, пародиями, еще с чем-то. Нет, точно так же, что он сейчас выкладывал, что он там будет выкладывать, что он получал плюшки, так он и будет получать. Что к нему ходили какие-то, наверняка, рекламодатели, что-то предлагали, так они и будут ходить.
К слову сказать, когда Николая спросили смысл вот этого ролика, который он снял, он заявил то, что, во-первых, он не глумился, а наоборот хотел показать мужественность, силу и прочие качества российского солдата. А сейчас его выгонят, экстрадируют обратно в Молдову. Сколько патриотичных относительно России роликов он выложит там? Скорее всего, нисколько. Много он хороших слов скажет про Россию. Скорее, ничего хорошего про Россию он больше не скажет. Может, следовало сначала разобраться, а потом уже набирать какую-то долю хайпа. Смотрите, мы такого подлеца гада наказали. Вот сегодня, например, закончилась дискуссия, сдадим Херсон или не сдадим. Все, сдали. Целую неделю шумели. Всякие аналитики нам рассказывали, что Херсон – это российский город, сдавать его, да ни за что. Проводили опросы военнослужащих, которые служили там, рядом с Херсоном, под Херсоном, над Херсоном. И все в один голос говорили: нет, будем стоять, будем держать. То, что администрация сначала свалила, флаги все поснимали. В магазинах отказывались рубли принимать. Еще куча всякого разного. Это все местные там чего-то как-то, то, не все, это все нет, Херсон будем сдавать. Ну, а сегодня посмотрели, вот буквально еще час, наверное, не прошло. Один генерал доложил другому генералу, вернее, уже не генералу, маршалу. Суровикин Шойгу доложил о том, что да, оборона будет у нас там, обеспечения толкового в Херсоне нет, поэтому надо свалить. Ну, Шойгу почесал репу, хорошо, сваливайте. Все. Тихо, спокойно, без боев. Взяли и свалили. Ну, завтра. Последний день, когда все будут писать, как нас предали. Суровикину больше всех достанется. Мы думали, ты Армагеддон, а ты какой-то... Ну, не знаю. Сами придумайте подходящее слово. Через день, через два все про это забудут. Будет новый Херсон, новые победы, новые поражения. И через неделю про это уже никто не вспомнит. Ну, разве что Рамзан Ахматович напишет очередной недовольный пост. Как-то так. Поэтому, если кто-то хоть как-то делает в информационном поле что-то в пользу России, то всяких престарелых граждан, желающих стукануть, хайпануть, нужно от этих людей держать подальше. Да, согласен. Ролик, который сделал этот Николай, так себе ролик. А почему с ним нельзя было провести культурную, вежливую, поучительную беседу и, например, уговорить его снять еще один ролик, в котором он бы показал, рассказал о том, как нужно реагировать на это создание, что он имел в виду. Почему бы его, например, к тому же Соловьеву не пригласить и не поговорить? Вот Николай весь дураграм недоволен, как ты глумился и издевался над российским солдатом. То да что вы говорите? Я, наоборот, хотел показать в меру своей ущербности о том, как
велик и могуч не только русский язык, но и русский солдат. И так далее, и тому подобное. А так, ну, выгнали и выгнали. Стал на одного недовольным больше. Мизулины и прочие ей подобные могут еще на кого-нибудь потом настучать, попросить проверить. И до следующих выборов ни о чем не думать. Типа, смотрите, мы же работаем, мы следим. Как-то оно вот так. Ну, а тем временем вопросы закончились, и переходим к киносериальной части. Ну а в киносериальной части мы будем говорить про сериал «Контора» турецкого производства. Начался новый сезон. Если честно, сначала не хотел смотреть, но потом как-то так вот на 4-й серии втянулся и начал заново смотреть, и втянулся, понравилось. Понравилась одна интересная фишка. Есть такой актер в Турции Гюркан Уйгун. Во втором сезоне он играл главного злодея. Но главный злодей погиб. И в третьем сезоне этот актер играет ветерана спецслужб, героя, пускай не совсем положительного, но положительного. Все так же, все предельно вежливы. Здравствуйте, уважаемый. Братишка, пройдемте сюда, пожалуйста. А пойдемте туда, пожалуйста. Единственный недостаток этого сериала, который я смотрю, это хронометраж серии. Одна серия, первая, идет 2 часа 40 минут. Последующие серии идут уже по 2:20, 2:30. Хорошо, хоть серии не каждый день выходят. Ну, просто представляете, сериал, вот вы смотрите сериал, и каждая серия по 2,5 часа. Это сурово. Но сериал интересный. Новые злодеи, новые ходы. Смотреть интересно. Поэтому, если нравится сериал про разведчиков, пускай и не российских, турецкий сериал, служба, контора, разведка переводят кто как может, а так он называется Эскилат, если по-турецки.
Вот последнее слово, как оно пишется. Поэтому этот сериал я рекомендую к просмотру, интересный. Но вот если его перевести как-нибудь по-человечески, как по-жизненному, как люди говорят, было бы, ну не знаю, немного бы поинтересней. Потому что, ну на самом деле, предельная вежливость. Любой разговор с любыми людьми, полицейский к бандиту, бандит к полицейскому, начальник к подчиненному, подчиненный к начальнику. Здравствуйте, уважаемый. Привет, сестренка, привет, братишка. А не пойдем мы вон туда. А послушайте, уважаемый, а не пойти ли вам нахрен? А давайте мы вместе сделаем вот так. А может быть лучше вот так. Слушайте. А вы знаете, в начале каждой беседы нам следует обняться. И все 2,5 часа, вот все разговоры именно так. Там нет таких слов, как мама, папа, сестра, брат. Брат еще изредка встречается. Но это сестренки, братишки. Во второй серии у одного главного героя, который детдомовский, спросили, что он будет делать, если встретит своего отца. Если коротко по-русски, плюну в лицо, пошлю нахрен, ничего ему не скажу, уйду. Но там это звучало совсем по-другому. К папане обращусь вот так. Папочка, и плюну ему в лицо. Ну, представляете. Вот чего вот не хватает, да, именно вот этого человеческого общения. Если будет человеческое общение, то станет немного интереснее. Но по своей сути и так достаточно интересно. Есть стрельба, есть погони, есть драки, романтические истории есть, всякие хитрые задумки есть, все есть. Но как этому не быть, если мы смотрим одну серию 2,5 часа? Ну а теперь, наконец-то, к распаковке. Сначала не хотел, но раз пришло, распаковываю. Вот некоторые меня спрашивают, зачем собирают донаты. Вот я хочу новую веб-камеру. Ну, картинка, да, и с этой неплохая, но нужно две веб-камеры. Одна камера будет, ну, конкретно, которая сейчас, она установлена на штативе. Я на эту веб-камеру снимать буду распаковки, потому что сейчас она смотрит вперед, а будет смотреть вниз. То есть вниз положил, сверху все снимает, будет нормально, хорошо все видно. А другая камера будет стоять, ну, примерно там же, где сейчас эта камера стоит. И она будет снимать с более хорошим качеством. Просто сначала снял распаковку, потом посмотрел. Не очень понравилось. Ну, вроде как бы пойдет. Не будешь же обратно запаковывать, чтобы снять второй дубль. Смотрим распаковку. Так.
Начинаем потрошение. Вот, офигительный большой пакетик. Ножичек. И смотрим, что у нас тут. Маленький пакетик. Это мне этот звон прям так сильно не нравится. Так, в маленьком пакетике. Еще один маленький пакетик. И вот такие вот кривые очки можно получить, если заказывать Почтой России. Ну да ладно, потом разберемся. Вот еще один вот такой пакетик. Получаем. Вот один такой шлеп. И один вот такой. Вот вместо того, чтобы упаковать очки в пупырку, у нас ботинки идут в пупырке. Вот такой ботинок. Такая подошва. Так. Липучка. Молния. На вид вроде как бы все нормально. По размерам совпадает. Осталось только красиво зашнуровать. И все. Вот. На практике получаем половину очков. В общем, как-то оно так. Ну, когда будете смотреть, я вам расскажу, как оно все на практике. А пока смотрим стрим дальше. Вот, раз, свет погас, и свитер светил. Да, виноват, грешен. Забыл наклонить камеру, поэтому все было чуть ниже. Но начнем по порядку. Как видите, сейчас очки на мне одеты. Пришлось полчаса повозиться, выпрямить оправу, вставить выпавшее стеклышко. Что я могу сказать по поводу этих очков? Очки замечательные. Легкие, прочные, выжили
доставку Почтой России. Ссылка в описании есть. Дешевые. Все нормально. Только если вы из России, и доставлять вам, соответственно, будет Почта России, напишите сообщение продавцу, что вы очень его настойчиво просите, чтобы он завернул эти очки в какую-нибудь пупырку, картонку, еще во что-нибудь, потому что они были в обычном, почтовый пакетик, внутри еще один пакетик, и все. Никакой пупырки, ничего не было. Ботинки же, каждый ботинок был заспихан в 2 пакета и завернут в пупырку. Хотя я не знаю, что могло бы с этими ботинками случиться. Продавались они как тактические, специальные, осенние, со стаканом в носу и пластиной в подошве. Как насчет пластины в подошве, я не знаю, но стакана в носу нет. Есть более плотная кожа в носовой части. И эта кожа не спереди сверху, как должна быть, чтобы защитить пальцы от какого-то, например, падения кирпича или еще какого-нибудь чемодана тяжелого на ногу, а только спереди. Буквально 1-2 сантиметра от края. Если туда, например, что-то тяжелое уроните, будет больно. Молния работает нормально. Шнурки, как шнурки. Но вот эти металлические фиговины, которые вставляются вот в отверстие, куда шнурки потом продеваются. Забыл, как называется эта фигня. Вот они, как правило, состоят из 2 таких кругленьких штучек. Одна главная, плоская, гладенькая снаружи, и такая же плоская, гладенькая внутри. И есть дешевый вариант, очень дешевый, самый дешевый. Это когда плоская снаружи, а изнутри выходит трубка, которая разрезана на 20-30 частей, и каждая часть загнута в свою сторону. Вот здесь именно дешевый вариант. В принципе, если не пользоваться этими шнурками, там есть молния. Зашнуровали ботинок, спрятали шнурки. Надо одеть, расстегнул молнию, вставил ногу, застегнул молнию. Может быть, шнурки протянут долго. Но если бы вы будете пользоваться именно шнурками, а не молнией, то хорошо, если через месяц, скорее всего, недели через 2-3, пойдете в магазин, купите новые шнурки. Потом еще одни. Потом еще одни. Потому что эти шнурки будут драться об эту дешевую вставку в 3-4 местах одновременно. И больше, чем на месяц максимум их не хватит. По поводу того, что ботинки осенние. Они не осенние, они летние. Да, в них нету модной вентиляции, еще много чего нет, но они тонкие. Если зайти в магазин, посмотреть фотографии, то там все фотографии, кроме 2, с зимним вариантом ботинок. Про него отдельная история. Вот этот летний вариант. Если их начистить, то они будут смотреться очень достойно. Но если вам нужна именно прочная, крепкая, тактическая обувь, чтобы бегать по горам,
по пересеченной местности, а не просто красоваться в начищенных берцах, то я бы посмотрел на какие-нибудь другие варианты, потому что этот вариант однозначно не подойдет для лазания по горам, пескам и прочим. Но в любом случае ссылки и на то, и на это в описании. Зайдите, посмотрите. Если успеете, в принципе, 2 дня с небольшим у вас еще есть на распродаже. Но лучше подождать. Лично мне эти ботинки достались за 200. Продавец сделал ход конем. Перед началом распродажи поднял цену до 6 и во время распродажи сделал неплохую скидочку до 5000. Распродажа закончится, они будут стоить опять 2000 рублей. Можете подождать немножко и купить. Или у этого продавца посмотреть. Есть точно такие же ботинки, но с другим описанием. Чем отличаются те от этих, не знаю. Ну а теперь то, что касается зимних. 2200 летние ботинки, хотя осенними назывались. 2300 зимние. Зимние с теплым меховым подкладом из натуральной овечьей кожи. На самом деле нет. На самом деле приходят ботинки и небольшой валенок из, пусть будет овечьей кожи, который вы сначала одеваете на ногу, а потом вместе с этим валенком просовываете ботинок. Но сам я не видел, читал комментарий, который к тому же и удалили потом, через некоторое время. Ну, как-то оно так. Поэтому, покупая что-то на Алике, Вайлдберрисе, Озоне, внимательно читайте описание. Не смотрите те оценки, которые люди ставят. Люди там ставят оценки за то, как они купили, что они купили, как это им доставили. Вот, например, очки, если бы я ставил оценку очкам, я бы поставил 5 звезд однозначно из 5. Потому что очки отличны. Но Алик решил сделать консолидацию. Мои очки положили в одну упаковку с ботинком. Результат: очки вот так вот были перекручены. Одна линзочка лежала отдельно от очков. Ну, на видео показывал. Но очки при этом отличны. Поругать их не за что. Как я сказал, 20-30 минут крутил оправу, распрямлял, вставил линзочку на место. И вот все. Сижу перед вами. Отлично все вижу. Как-то оно так. Ну а тем временем стрим заканчивается. Сказать мне вам больше нечего. Смотрим описание. Вполне возможно, есть какие-то ссылки, которые вы хотите потом посетить. Пишем комментарии, предлагаем вопросы. На Бусти сделать это легко и относительно дешево. Можно перейти в донатную ссылку или еще что-то как-то сделать. Вариантов на самом деле много. Поэтому выбираем, решаем и предлагаем. Увидимся с вами. Увидимся мы с вами не через 4 дня. Но сейчас скажу. 13 у нас будет воскресенье.
Увидимся мы с вами целого 17 числа. Ну, а что тут сказать? 17 так 17. Так что, если есть что сказать, пишем внимательно, красиво. Если ссылка на какую-то новость, добавляем обязательно. Ну и все, всем пока.